Всем привет! Дневник Сергея Прокофьева был опубликован Святославом Прокофьевым к 50-летию со дня кончины отца. В предисловии, датированном январем 2002 года, сын пишет, цитирую: «Переехав в СССР, Прокофьев не взял с собой дневника. Очевидно, что он понимал серьезность содержания своих записей и не хотел, чтобы они попали в руки властей. Ведь столько имен там фигурирует, столько событий, и как свободно все написано. Кстати сказать, его друг Мисковский, живший все время в СССР, в последний год жизни свой дневник уничтожил, сохранив лишь отдельные выписки из него». При окончательном переезде в СССР Прокофьев оставил дневник в сейфе в США. Уже в 1955 году его архив был переведен в СССР с условием закрытия на 50 лет для всех, кроме наследников. В дневнике композитор описывает встречи с огромным числом знаменитых людей: Стравинским, Мисковским, Бенуа, Дягилевым, Асафьевым, Скрябиным, Луначарским, Бальмонтом, Рахманиновым и многими другими. Так, около 20 лет, с 1913 года по 1933 год, Прокофьев не только постоянно слышал сочинения Рахманинова, но и общался с ним лично. В своем дневнике как раз-таки и зафиксированы как впечатления от исполнительства и творчества композитора, так и высказывания о личности Рахманинова в целом. Идиллия в отношениях Рахманинова и Прокофьева наблюдается далеко не всегда. Было уж очень много черт характера Рахманинова, которые Прокофьев не принимал. И вот некоторые цитаты из его дневника. «Мне казалось, что в музыке Рахманинова необычайной красоты некоторые свойственные ему обороты. Но в общем их мало, и они, будучи им найдены, уже повторяются в других его сочинениях. По сравнению со Скрябиным он представлялся композитором, меньше рвущимся к новизне и гармоническим находкам. Про его мелодии кто-то ядовито сказал, что они написаны для голоса с очень маленьким диапазоном. И все-таки иногда в этот маленький диапазон он ухитрялся уложить тему удивительной красоты, как, например, в том же втором своем концерте». Вечером концерт Рахманинова. Первый в Париже за всю его жизнь. Париж не жалует рахманиновскую музыку, и Рахманинов объезжал его до сих пор. Сегодня блестящий съезд, толпы нарядного народа. В зале Дягилев, Глазунов. Жаль, что в программе нет Бетховена. Это лучшее, что удастся Рахманинову. Баха он играет хорошо, Шопена неровно, технику ошеломляюще, но лирику вычурно и со вбиванием гвоздей. Себя плохо, убивает собственную поэзию, которую на старости лет забыл, заместив виртуозностью. Несмотря на все, впечатление сильное, больно интересная фигура. Совершенно невероятно он выходит на эстраду, какой-то косой, неверной походкой. Так что не веришь, что он дойдет до рояля. Зато тем большее впечатление, когда он заиграет. Публика ревела от восторга. Программа. Нет, Рахманинов продал свою душу черту за американские доллары. Вальсы Шопена, рапсодии Листа, вариации Моцарта, собственная полька – ужас. Вместо того, чтобы играть по крайней мере 3/4 из своих сочинений. Зато успех и много долларов. Я рад успеху нашего любимца и рад, что разоренный большевиками Рахманинов отыграется на Америке. Но мне жаль, что он разменивается на такую публичную программу. Вероятно, в корне лежит не один практический расчет, но и глубокое презрение к американцам. В России он не сделал бы этого. Во время концерта он тоже был не в форме. Играл хуже прошлого года. Я все же хотел пойти за кулисы, пожать руку. Но когда он последним номером сыграл свою новую парафразу на какую-то пошлость Крейслера, да и сама парафраза ординарная, я пришел в такое бешенство, что не пошел за кулисы. Как смеет человек, так импонирующий публике, демонстрировать такую гадость? Впрочем, Прокофьев неоднократно и восхищался исполнениями Рахманинова. Сыграл блестяще. Слушал Рахманинова второй концерт, сыгранный им великолепно. Отлично сыгранная соната Бетховена. На этот раз Рахманинов играл превосходно. Впечатление сильное.
Такое в дневнике Прокофьева можно встретить также достаточно часто. Заостренность своего внимания к Рахманинову Прокофьев сохранил на всю жизнь, что в известной степени отрывает его от другого его оппонента Александра Скрябина. Считается, что обожавшие Скрябина на дух не переносили Рахманинова. На одном из концертов памяти Скрябина Рахманинов играл его произведение. Интерпретация не понравилась поклонникам-скрябинцам, и они не скрывали своего раздражения. После концерта к Рахманинову подошел Прокофьев и сказал: «И все-таки, Сергей Васильевич, я думаю, что вы играли очень хорошо». Рахманинов ответил: «А вы что же считали, что я сыграю плохо?» И повернулся к Прокофьеву спиной. Прокофьев вспоминал, что именно после этого случая наши добрые отношения прекратились. После возвращения Прокофьева в СССР он перешел для Рахманинова в статус, так скажем, идейных врагов. Позже Прокофьев уже имел мало возможностей познакомиться с теми немногими произведениями, которые Рахманинов создал за последние годы. В конце видео хочу привести воспоминания жены Прокофьева, Миры Мендельсон-Прокофьевой. Сережа во сне видел Рахманинова. Ему снилось, что мы идем по какой-то дачной местности и встречаем Рахманинова с букетом лиловых и желтых цветов. Сережа, желая быть любезным, говорит Рахманинову, что солнце бросает красивые блики на его букет. Рахманинов, в свою очередь, говорит о том, что его интересует новый концерт Сережи. Сережа недоумевает, почему он спрашивает о ненаписанном концерте, а не о 7-й сонате. К написанию 6-го фортепианного концерта Прокофьев приступил только в 1952 году. Окончить концерт Прокофьев не успел. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!